Всем привет! Вы на канале Рада в Одесса. Здесь мы ремонтируем все своими руками. Если вы это смотрите, значит ваша кофеварка спускает пар, а воду не льет. Это очень простая проблема, я думаю, распространенная. Сегодня покажу, как ее исправить. Но сначала хочу сказать всем спасибо, кто уже подписался на наш канал. Будет много интересных всяких вещей. У нас уже почти 100 человек, я сам не ожидал, что так быстро наберется подписка. И вы подписывайтесь, будем благодарны, а вы получите много интересной информации. Теперь к делу. Сейчас что для этого нужно сделать? Это слить, естественно, с нее воду. И там снизу маленькая крышка. Ее надо открутить один винтик. Дальше я покажу. Вот наша капельная кофеварка. Еще, хочу сказать, что это, конечно, видео относится только к капельным кофеваркам. Другие я не знаю, не разбирал. Будут у меня, буду разбирать. Это очень хорошая кофеварка, давно работает, но проблема была в чем? Жена, вот мы ее откроем, моя, начала сюда в отсек для воды выливать остатки кофе. И из-за этого происходит закупорка там одного клапана. Сейчас покажу какого. Вот эту историю снимем и эту историю уберем. И из-за этого вода не течет по-правильному и кофеварка парит, а не льет воду в чайничек. Чтобы ее разобрать, это очень просто. Берем ее вот так, переворачиваем, и вот здесь откручиваем один шурупик. Сейчас я это сделаю. Вот мы сняли заднюю крышку нашей кофеварки. Как видите, система ее устройства очень проста. Ничего ее разбирать больше не надо. Достаточно снять одну крышечку, открутив вот такой шурупик. Для начала объясню систему, как она работает. То есть вот тут стоит тен, который подогревает чайник с кофе снизу. Через этот же тен пропущена трубка, которая нагревает воду. Здесь сверху одно отверстие для подачи воды вниз на тен и вторая трубка выход в сам носик капельника, который подает воду в чайник. То есть принцип действия каков? Вот здесь стоит наша главная деталь, которая виновница всех проблем. Вот этот вот клапан маленький обратно. Мой прикол был в чем? То есть жена лила остатки кофе вовнутрь заливного бачка. Они смешивались с водой и потихоньку на вот этот вот клапан. В общем, он закис от этого, от сахара, от всего, от кофе, залип и перестал выполнять свою функцию. То есть вода она должна затекать в тен, идти вверх и там выходить в носик. А она текла и туда, и туда. То есть потом она перегревалась и шел пар. Весь прикол вот этого в этом клапане. Его нужно разобрать, помыть и поставить на место. Если снова будет работать. Если шарик там на месте, он никуда не выпал, то все будет работать. То есть и совет обязательный здесь. Хоть остатки кофе какие-то туда попадают все равно, но старайтесь мыть почаще. И здесь получается только чистая вода. Остатки кофе не сливать. То есть вы можете их вылить в другую чашку, потом залить в чайник, поставить, она подогреется. Но сюда остатки кофе категорически выливать нельзя. Из-за этого клапан забивается и кофеварка перестает нормально функционировать. Сейчас я сниму клапан, покажу, что там. Вот он виновник всех наших проблем. Вот этот клапан. Ставится он вот так. Шариком в сторону тена. То есть он из подачи воды сверху подавать воду на тен должен, а обратно она, вот так, обратно сюда, течь не должна. То есть чистим вот этот моем шарик, вставляем его на место и собираем назад. Вот клапан промыт уже мной. Он у меня и до этого был чистый, но я его на всякий случай еще раз промыл. Ничего, говорю, лишнего делать не надо. Задняя крышка, вот этот клапан. Все, моем, собираем назад. Не бежите к мастеру, ничего не надо. Вот так просто это делается. На других может разбираться как-то по-другому. Но именно на капельных кофеварках вот такого типа все системы одинаковые с этим клапаном. То есть вся проблема в нем всегда. Больше в этой кофеварке ломаться фактически нечем. Кофеварка готова. Наливайте воду и пейте кофе. Всем спасибо, кто смотрел. Подписывайтесь на канал, не забывайте. Жмите на бубенчик. Вам все равно, а нам польза.